тот день туман лежал над полями так низко, что казалось, будто сама земля дышит холодным паром. Дорога тянулась между редкими деревьями и заброшенными фермами, и по ней медленно ехал Майкл, возвращаясь домой после долгой ночной смены. Он почти не обращал внимания на окружающий пейзаж, пока внезапно из тумана не выскочила лошадь. Это была крупная кобыла с взъерошенной гривой и испуганными глазами. Она выбежала прямо на дорогу и остановилась перед машиной, заставив Майкла резко нажать на тормоз. Двигатель заглох, и наступила странная тишина, нарушаемая лишь тяжелым дыханием животного. Лошадь не убегала, не металась, а лишь смотрела на него, затем делала несколько шагов в сторону и снова оборачивалась, словно звала за собой. Майкл почувствовал беспокойство, которое нельзя было объяснить логикой. Он вышел из машины, и лошадь тут же двинулась прочь от дороги, оглядываясь и ускоряя шаг. Мужчина последовал за ней, сначала осторожно, затем все увереннее, пробираясь сквозь мокрую траву и кусты. Вскоре земля под ногами стала мягкой и вязкой. Запах сырости усилился, и туман рассеялся, открывая небольшое болото, затянутое мутной водой и темными пятнами ила. В самом центре, по грудь в трясине, находился жеребенок. Он был совсем маленький, светло-серый, с дрожащими ногами и широко раскрытыми глазами. Его тело медленно погружалось, и каждое движение лишь сильнее затягивало его вниз. Кобыла подбежала к краю болота и начала беспокойно кружить, иногда подходя слишком близко к опасной поверхности. Майкл понял, что именно ради этого его и привели сюда. Он быстро осмотрелся и заметил неподалеку упавшее дерево и длинную ветку. Схватив ее, он осторожно подошел к болоту, стараясь не наступать на слишком мягкие участки земли. Жеребенок уже почти перестал двигаться от усталости. Его дыхание было прерывистым, а тело дрожало от холода и страха. Майкл лег на землю, вытянул ветку и медленно протянул ее к животному. Ветка не доставала, и ему пришлось подползти еще ближе, чувствуя, как почва под ним начинает поддаваться. Он сумел зацепить веткой шею жеребенка и аккуратно потянуть. Болото сопротивлялось, издавая тихие булькающие звуки, словно не желая отпускать свою добычу. Майкл напряг все силы, упираясь ногами в более твердую землю. Кобыла стояла совсем рядом, беспокойно переступая копытами, словно готовая в любой момент броситься вперед. С каждым рывком тело жеребенка медленно выходило из трясины. Сначала показались плечи, затем спина, покрытая грязью и водорослями. Когда жеребенок наконец оказался на краю болота, он рухнул на землю, тяжело дыша и не в силах подняться. Майкл оттащил его подальше от опасного места и сел рядом, переводя дыхание. Его руки дрожали от напряжения, а одежда была покрыта грязью. Кобыла тут же подошла к своему детенышу, начала осторожно обнюхивать его и облизывать, словно проверяя, действительно ли он жив. Через несколько минут жеребенок попытался подняться. Его ноги подгибались, но он упрямо вставал снова и снова, пока наконец не удержался на них. Кобыла стояла рядом, защищая его своим телом, и теперь в ее глазах не было прежнего ужаса, лишь усталость и благодарность. Майкл наблюдал за ними со стороны, ощущая странное спокойствие. Он понял, что случайная остановка на дороге изменила чью-то судьбу, и эта мысль наполняла его теплом. Когда же ребенок сделал несколько неуверенных шагов к матери, а затем уткнулся в нее мордой, мужчина почувствовал, что может уходить. Он вернулся к машине, оглянулся в последний раз и увидел, как кобыла и жеребенок медленно удаляются в сторону леса, растворяясь в тумане. Болото снова стало тихим и неподвижным, словно ничего и не происходило. Но для Майкла этот день навсегда остался в памяти как напоминание о том, что даже самая обычная дорога может привести к чьему-то спасению.